Всем привет, меня зовут Катя, и сегодня я расскажу, как правильно подключить свой телеграм-канал к сервису Коа компании Asai. Итак, в предыдущей инструкции мы с вами создали личный кабинет, это его стартовая страница. И сейчас нам нужно пройти на вкладку «Проекты» и создать один из проектов. Нажимаем «Создать проект». Можно ввести название проекта и выбрать валюту, в которой он будет характеризоваться. Сейчас доступен белорусский рубль, евро, тенге, рубль российский, украинская гривна и доллар США. Указываем, нажимаем «Создать проект». У меня уже создан проект. Если мы зайдем в сам проект, то у нас будет стартовая страница сводки по контрактам по этому проекту, а на боковой левой панели у нас появится меню. Здесь довольно-таки широкий инструментарий, и про него мы будем говорить отдельно. Сейчас нас интересует вкладка «Настройки». Нажимаем «Настройки». Здесь можно опять-таки изменить название проекта, валюту, либо удалить его. На верхней панели есть несколько кнопок. Это «Сотрудники», «Подключение», «Ресурсы» и «Уведомления». Сейчас будем настраивать подключение. Открываем вкладку, и система нам предлагает подключить мессенджеры. На данный момент это Telegram и платежные системы. Нажимаем на иконку Telegram. И во всплывающем меню нужно указать токен вашего бота, который будет осуществлять синхронизацию между телеграм-каналом и платформой Коа. Для тех, у кого уже есть телеграм-бот для этих целей, и уже известно, что такое токен, есть этот токен, то вы можете по тайм-коду перейти к следующему пункту. Я же сейчас покажу, как создать Telegram-бота и указать здесь токен, подключить его уже к системе Коа. Итак, идем в Telegram-канал. В Telegram нам нужно найти бота, бот Father. Так. Это бот, который будет, собственно, создавать всех остальных ботов. Задаем ему команду newBot, и он попросит нас ввести название бота. В названии обязательно через нижнее подчеркивание или слитно должно быть слово бот. Указываем. Еще раз. Отлично, бот создан. Мы видим сообщение от BotFather, где нам дается ссылка на нашего бота и тот самый токен, который нужно указать. Обязательно копируем этот токен без пробелов, без посторонних символов. Идем на платформу Коа и указываем токен. Сохраняем. Появилась галочка о том, что мессенджер подключен. Можем пройти и проверить, откликается ли бот. Нажимаем «Запустить». И бот выдает стартовое меню, где можно выбрать продукт, обратиться в поддержку.
Чтобы бот мог дальше администрировать платные подписки и синхронизироваться с сервисом Кула, необходим дополнительный ряд настроек в Telegram. Вам нужно создать группу чата в свой канал, создать группу для подтверждения оплат подписчиков, и обязательно нужно назначить бота администратором созданного канала и групп. В моем случае у меня есть канал, есть бот уже подключенный, есть чат для канала и группа для подтверждения полуавтоматических оплат. Важно при этом, что во всех этих ресурсах у бота есть права на модерацию подписчиков, и в каждой из этих групп есть разрешение, временно можно указать, временное разрешение на пересылку сообщений. Это будет нам сейчас необходимо для того, чтобы запустить синхронизацию этих ресурсов с платформой Koa. Сначала будем добавлять канал. Заходим в канал. Да? Если у вас там еще ничего нет, то нужно создать какое-то одно из сообщений. Если уже сообщение есть, то пересылаем это сообщение своему боту. Отправить. Переходим в бот. Бот пишет, что ресурс добавлен в список. Далее идем в чат. Пересылаем одно из сообщений чата тоже боту. Опять все хорошо, ресурс добавлен в список. И последнюю группу для подтверждения оплат пересылаем боту. Ресурс добавлен в список. Теперь мы можем проверить, насколько это все правильно произошло. Идем на платформу Koa, вкладка «Ресурсы». И здесь мы видим, у нас подключен канал, подключен чат и группа контроля подписок. Важно помнить, что когда вы будете пересылать сообщения, эти сообщения должны быть пересланы от имени группы канала, а не от личного аккаунта. Если будет от личного аккаунта переслано сообщение, то бот не добавит ресурс в список. Готово. Теперь бот имеет доступ к управлению подписчиками и платными подписками. Можно переходить к этапу оформления тарифов и подключению платежных систем. И об этом мы поговорим в следующей инструкции.